Здравствуйте. Вот какое дело у нас сегодня. К нам сегодня в гости пришел доцент, кандидат технических наук Юрий Степанович Рыбников. И он, значит, делает такое заявление, которое будет сегодня отстаивать. И заявление, честно говоря, меня задевает за живое, так сказать, за карман, в котором у меня деньги. Наука и образование – это способ постоянно действующего зомбирования землян, утверждает Юрий Степанович. Для меня это очень даже неприятно в смысле финансовом, потому что я преподаватель, я вот этим занимаюсь всеми, вот, арапы заправляю про синус 30 градусов, про всякие там законы Ньютона, а тут мне говорят, это способ зомбирования землян. Это очень даже сильно бросает, так сказать, ну, нехороший свет на мою деятельность, да? Ну, не только на вашу, потому что я сам 7 лет преподавал в МИРА. Так. Читал, работал на кафедре технологии. Вот, и там я как раз студентам показывал. Согласно договора с ректором я читал лекции, которые положено, а на практике я показывал, что все эти законы и Ньютона, и Эйнштейна, и законы, которые использовал Максвелл, они все не работоспособны в природе. Это очень важно. Ну, как-то не работоспособно. Ну, я это показываю. Вот из уравнений Максвелла выявили, например, существование электромагнитных волн. Они таки, да, существуют. И вот если нас вот сейчас смотрят на расстоянии, так они вот по электромагнитным волнам к ним наши звуки наших голосов и изображения дошли. А как нет? Нет, немножко не так. Никак. Ну, для начала, чтобы было понятно, мы дадим определение волне. Давайте дадим. Волна – это оптимальная форма распространения, сохранения электрического заряда. И она имеет форму сферы. В понятии у каждого школьника и у каждого человека волна – это что-то такое. Такого нет в природе. Нет, ну не всякая волна имеет форму сферы, есть плоская волна. Нет, плоская – это только теоретизированная волна, а практическая только в виде шара. Радиолокатор у него такой диаграмм. Только шары и ловят. Это эксперимент. Ну, какие же там шары? Диаграмма направленности. Нет. Боковые лепестки. Это не шары. Это лепестки, это конструкция. Это не волна, это конструкция вашей антенны. Нет, это конструкция как раз излучаемого поля. Нет. Не обязательно, она не обязательно даже сферическая, тем более шаровая. Обязательно и исключительно сферическая, так же, как и свет. Свет тоже всегда сферический, и никуда он не бежит. И скорость света его равна нулю. А кому все-таки это нужно-то? Это что, просто вот... Ну, может быть, вы констатируете, в общем, понятный нам факт о том, что наука – это, в общем-то говоря, вид деятельности людей, и одно дело наука, как мы представляем себе мир, да? Ну, так же, как вот искусство – это отражение действительности, мира, говорят. Да, отражение. Оно, естественно, зеркало, оно, ну, неправильное, не идеальное, иначе это было бы не искусство, это было бы скучно. Как и наука. Ну, вот, что такое волновая функция вот в квантовой механике? Ну, это, в общем, наше изобретение, но что-то ведь описывает, что-то ведь предсказывает. Ведь правда ведь? Когда мы говорим что-то, я с этим соглашаюсь. Но только не то, что в природе. Вот это главное. Ну, то, что мы от природы получаем-то мы это видим. Так, ну, давайте мы начнем. Предсказали период полураспада. Давайте мы начнем попроще что-нибудь. Ну, давайте попроще. Да, вот первое, что я сделал. Мне удалось объединить так называемую счет, физику, химию в единую систему знаний. Так. Все остальное из них проистекает. У нас взаимодействие электрического поля Вселенной подменили на различные другие понятия, как физика и химия. В природе все взаимодействия носят электрический характер. Никакой химии, никакой физики нет. Ну, не совсем, чтобы все. Внутри ядра атомного там взаимодействия не электрической ядра природы. Нет. Не было и никогда не будет. Это экспериментально опровергается элементарно. Ну как же, в общем-то, опыты Резерфорда, сказки, это все, он от них отказался сам. Сам отказался. Читайте его выступление 30-летней давности после того, как его зафиксировали. Так он сфальсифицировал, что ли? Да, он так и сказал. Самое невероятное, что для меня оказалось, это получается, что я выстрелил 15-дюймовым снарядом в папиросный листок бумажки, снаряд от него отскочил и угодил в меня. Да, но это он говорил, что когда этот 15-дюймовый снаряд ударился в атомное ядро и отлетел к нему. Ну вот. В ядро так золота, вот, а он стрелял этими самыми альфа-частицами. Совершенно верно. Так что это не он не отказался. Отказался. Ну где же так отказался? Видите? Значит, к тому времени Резерфорд не знал, что такое вакуумные течеискатели. Так. Вот вакуумными течеискателями, а газ гелий
он же альфа-частица, как сегодня признано. Ядро альфа-частиц – это ядро атома гелия. Ничего подобного. Ну, значит, ядра надо доказывать, а я доказываю это элементарно просто. Так. Вот берет, все знают тысячелетнюю историю землян, как они варят стекло. Стекло состоит из металла на 70% кремния. Ну, это вообще-то не металл, как бы. Нет, кремний, чистокровный металл. Ну, у него же не я материаловед. Но у него же не металлическая связь в кристалле, у него же ковалентная. Да нет, вот это все напридумывали ученые. Это все мы напридумывали. Это напридумывали, да. Понятно. Металл. Так вот, заговор. Все дело, вот. Теперь в чем все дело? Так. Дело все в том, что если мы берем 70 приблизительно процентов кремния металла, а если мы его берем 100%, мы его варим, плавим, вытягиваем. Знаете, есть обработка кремния до монокристалла. Он все равно не прозрачен радио, он не прозрачен оптически, и он является проводником. Так вот, если мы кремний соединяем с 4 атомами кислорода и начинаем варить, то сразу получаем стекловидное состояние, а в природе это горный хрусталь. Он прозрачен. И он уже диэлектрик, он уже радиопрозрачен и оптически прозрачен. И никаких ядер там нету. Но вообще кремний не металл, потому что он не обладает металлической проводимостью. Провода и полностью. А как же работают все полупроводники, если он проводимость не обладает? А там не металлическая у него проводимость. Там, значит, такая вот у нас разговор о том, что примесная проводимость. Знаете, давайте все эти замечательные полупроводники, которые у нас вот в этих карточках, в которых мы в метро ходим, там они, значит, вот легированные чем-то. Это придумала наука. Да. Я сделал... И на базе этой науки вот вы, инженеры и техники, создали нам вот эти кучу всяких приборов, компьютеров, телефонов. Я сделал модель атома безъядерную. Так. Из одной элементарной частицы. И называется она всерод. У Дмитрия Ивановича Менделеева, она до Советской Академии, называлась Хиггсом. Вторым атомом был водород нейтральный. И только третьим был водород тот, который сегодня считается первым. Мало того, академики... А нейтральный водород, это что он имел в виду? H2. Нам говорят, что это молекула. Это нейтральный водород. Ах, вот так он. Конечно. А почему же он поставил его перед H-то? H2-то ведь тяжелее, чем H. Нет, плотность. Вот тут очень важный момент. Дмитрий Иванович Менделеев сам был в ошибочном мнении, когда предложил раскладывать химические элементы по атомным весам. Но атомные веса никто не взвешивал. Как можно распределить то, что ты не взвешивал? Нет, но в то время уже существовала практика. Нет, это все было расчетно. Есть такое слово ученое число Авогадро, расчетное число. Опять все это выдумки числа. Это вот по отношению к молям. Почему я хотел вас вернуть к математике сначала? Так, ну давайте вернемся. Дело все в том, что вот... Так, кстати, извините, пожалуйста, но вот та наука, которую вы сейчас критикуете, называете зомбированием, тем не менее, она имеет массу технических приложений, да, которые, в общем-то, нам много чего дали. Вот эти очки, например, дали, да, инфракрасную оптику. Нет, ну говорите, что же ракеты летают, или самолеты, или корабли плавают. Я им говорю, если бы это делали академики по своим теориям, ничего бы не полетело и ничего бы не поехало. Корабли-то, да, стали строить тогда, так сказать. Люди все делают. Люди. И вот люди, которые на законы академиков не обращают внимания, они делают то, что им надо делать, как их научили. Это принципиально важно. А, кстати, простите, вот наука зомбирует. Это что, какое-то задание или просто это такая фигура речи? Сейчас я вам с этого и начну. Давайте. Вот есть учебник. Так. Вот он Справочник школьника. Да. 1-4 Это класса. единственный учебник, на котором полностью показано, как нас зомбируют по теме математики. Так, ну-ка. До математики, если мы откроем, был учебник Абак, счетная доска. И в древности все люди считали. Самым лучшим, самым современным абаком были счеты русов. А нам говорят, что мы научились считать у арабов, в Индии. Только у русов были счеты, а все остальные народы считали на земле на камешках. Ну, это понятно, это наше, значит, как это называется, приоритет. Мы самолеты изобрели и... Ну, я почему вам говорю, вот об этом идет разговор. Теперь здесь показано, как детей со школьной скамьи
переводит в состояние зомби по математике. Так, ну-ка. Сначала учат на жучках. Один жучок, одна птичка и так далее. А потом все жучки изъяты, и люди занимаются числами. А числа считают ничего. И вот когда абстракция, да, число. Ой, какая прелесть. А в природе абстракции вот нет. 3 пальца, еще 2 пальца, всего 5 пальцев, да? Да. Вот. А вот интересно тоже абстракция такая. Вот, например, в корзину мы положили 5 яблок, да? Да. Да, вот пошли там за грибами, да? Да. Пошли за грибами с 5 корзинами, значит, думаем, сейчас наберем. А медведи испугались, 2 корзины даже потеряли, вернулись 3 корзины. Сколько мы набрали грибов? Ни одного, 0, да? А что такое 0? Вот 2 это вот 2, да? А 0 это, ну, это ваше изображение такое. Это не мое. 0 это как пустая корзина? Нет. А 3 пустых корзины это сколько? Нет. Вот в этом все и вот дело. нас со школы научили, что вот 3 нуля это все равно 0. Да, это я знаю, это такая великая абстракция. Я студентам говорил, что это такая абстракция. Это вот с чего началась математика, да. А я нет, я поэтому и говорю. Вот даже американский ученый Чарльз Сейфи показал сейчас, после того, как мои работы уже опубликованы много лет назад, все задумались, а что же такое 0? Так вот, с нулем нас опять обманули. Опять. Математики. Сводили на прогулку вокруг Да, пальца. целенаправленно. Почему? Потому что если вы как математик, то вы должны знать двоичный счет древних русов. Ну вот древних русов счета я не знаю, как математик. 0, так. целковый, полушка, четвертушка, осьмушка, пудовичок, медичок, серебрячок, золотничок, осьмичок, девятичок, десятичок. Так считали наши предки. А когда нам придумал Петр I с Магнитским математику липовую, с этого началась подмена сознания. Фальшивая математика, да? Фальшивая математика. То есть по ней считать, только обсчитывать, да? Только обманывать и ограблять народ. Во, это сильно. Это совершенно точно. И поэтому нам дают таблицу. А причем во всем мире ведь этой математикой пользуются, абсолютно точно. И все дурят они. Кто же это такой вот творец этого заговора? А я же вам сказал. Нам говорят, что мы от арабов научились. А я говорю, ну скажите, пожалуйста. Ну ладно, от кого научились. Значение 0, кто знает? Только у русских. Точка отсчета 0. Мало того, 0 играет следующую роль. Перевод на следующий уровень. Через десятки. Нам только один дали математики. 10, нули, 100, 1000 и так далее. Но самое главное... Это то, что вы сказали, это называется позиционная система счисления. Так? Да, и третье, самое главное, что 0 является определением единицы счета. Это только у русов. Поэтому ни один математик мира этого не знает. А нам навязывают ложную математику, что мы откуда-то услышали. Так вот... Не, но вас однозначно поддерживают те, кто считает, что там Рим построен по указанию из Москвы. Нет, это не надо. Это Москвы, я слышал. Это не вариант. Для меня это не вариант. Нет, не вариант. Это не вариант. Я такие вещи не рассматриваю. Я рассматриваю только знания. Так. А всякую политику, я говорю, это... Ну, все-таки, все-таки зомбирование, обман народа, это какая-то политика, давнишний какой-то заговор. Да, значит, если Петр I нас обдурил, европейцы ведь тоже кто-то обдурил. Конечно, а кто же, кто же? Поэтому... То есть это не просто какие-то наши хищные, жадные до легкой наживы академики, это всемирный заговор. Абсолютно правильно. Лет 400 уже работает вовсю. Абсолютно правильно. Вот вы говорили о законах Ньютона. Так. Я всем показываю, что ни один закон Ньютона в природе не работает. Мало того, Ньютон подменил всего-навсего своими выкладками, особенно закон всемирного тяготения, закон Архимеда. Подменил. Я не уверен, что это он сделал. Вот тут идут разговоры уже о заговоре. Так. Что это может и не он, потому что я показываю, вы же все здравомыслящие люди, говорю, вы технари, ну почему вы не видите того, что подводная лодка имеет 3 положения, у нее замкнутый объем, но она изменяет свое положение плотностью равной воде, безразличное положение, больше плотность на дне и меньшая плотность над водой. Бывает, да. Причем тут Ньютон? Когда все взаимодействия определяются плотностью. Ну нет, ну не все. Все абсолютно. Ну как же так? Ну давайте, еще раз. Дальше. Когда мы говорим о конкретных взаимодействиях на уровне любого тела, материала, то там только электрические взаимодействия, так же, как между водой и воздухом. А в данном случае для воздушных шаров и для подводных лодок работает закон Архимеда. Но нам говорят гравитация.
А никакой гравитации в природе нет. Это электромагнитное взаимодействие. Всего-то навсего, оно проверяется элементарно. И я говорю, вот вам простой пример. Земля-то к Солнцу притягивается? А? Земля к Солнцу притягивается? Да, на уровне электрических полей. Полями электрическими? Конечно. А что же мы как-то это поля нашими приборами-то не чувствуем? Так специально вредительски сделаны приборы? Нет. Приборы многие сделаны вредительски, в частности, гальванометр. Я всем это показываю, когда вам показывают вот эту волну. Я говорю, вы смотрите, вы берите синхронизатор, у вас сразу пойдет 2 змейки. Это имеется не гальванометр, это имеете в виду осциллограф. Осциллограф виноват, да, в осциллографе. Идут сразу 2, но вы специально сделали для того, чтобы сделать синусоиду. Нет, ну это там, на самом деле, накладывается несколько кадров. Нет. Это вот у нас в телевидении такое тоже бывает, да нет, в электронной лучевой трубке там разъезжается изображение. Нет, это вы так синхронизировано изображение. Значит, одно другому, я говорю, не мешает. Так вот, когда я сделал модель атома, в модели атома сразу видно, какой атом проводник моей модели, в какой атом диэлектрик, в какой атом этот полупроводник. И поэтому... У вас атом не из электронов состоит? У меня он состоит из электронейтральной заряда в виде сферы, называется всерод. 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 Всему род. Да? Да, совершенно верно. И не случайно это, потому что от наших предков эти зомбаторы не успели украсть основные понятия для жизни человека. А вот все-таки вы мне раскроете, кто же такие эти наши зомбаторы-то? Все говорят, что это заговор масонов. Вот кто они, это другой разговор. А то, что масоны сказали, что умными должны быть они, а всех остальных надо оглупить, и это подтверждает, в ролике есть Грефа, он сказал, если народ поумнеет, с ним справиться невозможно. Народ надо держать в состоянии дураков. Ну, это еще Екатерина II говорила, надо пьяным народом легче управлять. Конечно. И поэтому, вот видите, вы сами уже выяснили, кто заговорщики власти. Екатерина же II, она не особенно грамотная была. Ну, не надо говорить. Грамотно, чтобы одурачивать, не надо. Вот поэтому я как раз и показываю, что... Да нет, опытный обманщик, он хитер. Хитер, но не умен. Например, Елизавета Петровна поставила своего любовника графа Разумовского, бывшего свинопаса, руководить Академией наук. Абсолютно. И как он будет дурить нас? Ведь это любой момент, вот этот вот, и кто-то проколется. Тут достаточно одному проколоться. Эту роль надо играть всегда. А так ее играют. Я вам четко говорю, это по системе Станиславского. Правильно, так у нас и идет наука и образование. И как же не прокололся свинопас-то этот? Прокололся. У меня есть официальный документ, как Миллер пишет ему, от его рукой Миллера, прямо это снимок из архива. Миллер – это один из тогдашних наших академиков, так? Управитель как раз, а кто-то, о котором он и пишет. Рекомендации графу Разумовскому, какую историю надо сочинять для России. Ну это да, все. Это было у нас там. Все. И то же самое с математикой, и с физикой, и с химией. Это 100%. Ну, эту историю-то у нас очень любят. Так, вот какой-то вот один из моих невидимых мне собеседников в интернете, он, значит, говорил, что вот нельзя правду говорить про нашу историю. У нас же никто тогда жить не останется в России. Ладно. Ну, говорю, ну что это такое, что это у вас за такое русофобство? Нет, что у нас только жить может, только если обдурить человека, да? Нет, вот, видимо, и тогда так же было. Ну вот теперь, чтобы Миллера, самое простое было и легко, нам в сегодняшний день подменяют, простейший вариант, таблицу умножения на таблицу суммирования. А таблицу умножения никто и не видел. То есть 7,8, 56 это как, правда или вранье? Это сумма. Сумма 7 раз 8? Конечно. Вот она. Я ее специально принес. Вот она. Вот она намотана. Вот сумма, пожалуйста. А вот то же самое для двушек. Так. И там показано, что если единицу умножить 10 раз, будет единица, а просуммировать 10 раз будет 10. Точно так же при двойках. Двойку просуммировать 10 раз будет 20, а умножить 1024. То есть килобайт. И это вот все двоичный счет древних русов. И вот эти важные моменты нам сегодня... Ну, это вы немножко, по-моему, с таблицей умножения чуть-чуть заигрались. Да. Вот я уже подаю в суд на Академию наук. Так, и собираем бумаги. Да, собираем бумаги. А вот моя периодическая система. Резонансное будет дело-то. Да, вот моя Русская православная элементарная система единства периодичности электроатомов Вселенной. Да. Авторство 1997 года. Опубликовано. Авторство немножко раньше, но опубликовано было, да. И вот система, которая показывает двоичный счет, модель русской матрешки,
Материалы, которые инертные газы, вот здесь все это в разрезе, вот это все в объеме. И все в счете идет, каждый атом считается по этой формуле, и вся периодическая система обсчитывается тоже по этой формуле. И что, например, можно из нее найти их в смысле химических свойств? Или все найдете. Весов? Я пока как раз и показываю. Вот, например, инертные газы, я могу объяснить, вот они, видите, да, почему они прозрачны, почему они светятся. И почему они диэлектрики? Сразу видно. А что они химически не реагируют или как химические реакции? При нормальных условиях они ни в какие реакции не вступают, только потому, что у них нет линии проводимости вот этой. Она у них разорвана. То есть вот такую модель. Вот, кстати говоря, это интересная модель, на мой так вкус, да? Ну, прикольная, да. Как сказали бы современная молодежь. Но и прежняя модель вот этих электронных оболочек, она в принципе-то меня тоже более-менее устраивает. Нет, тем более, что и всякие химические реакции делают, и даже можно вот с помощью тех моделей, которые есть атомов, ортодоксальных, да, в отношении вашей теории, с их помощью рассчитывают, скажем так, свойства атомов, свойства молекул сложных, да, нет. И более того, строят, всякие там сложные молекулы, которые как лекарственные препараты. Нет, не с их помощью. Они строят с помощью экспериментов. Нет, модели. По-своему трактуют. На компьютерах моделируют. Ну, так вот. А потом смоделированную модель уже они выбирают нужную, потому что все это не перепробуешь, не перельешь. А на компьютере, что, один и тот же компьютер, ничего, мыть посуду не надо. Привожу вам простой пример. Тем не менее, вот привожу вам простой пример с аккумулятором. Нет, ну вот, кстати, вот мой пример вот опровергает вашу концепцию о том, что современная химия ни на что не годна. Я не спорю, что ваша тоже что-то такое интересное. Наука такова, что она на самом деле, я с вами совершенно согласен, она, не есть тождество природы своему объекту. Да? Не тождество. Понятное дело, нет, да только описание ее. Предположение. Ньютон полагал, из его законов следовало, что планета движется вокруг Солнца по эллипсу. Да? Оказалось, что не совсем, да, они такой вот розеточки движутся, и постоянно большая полуось эллипса вращается, потому что, оказывается, скорость распространения вот той силы, которую мы-то называем гравитацией, да, она ограничена скоростью света, и поэтому вот... А скорость света равна нулю. Ой, как круто-то. Это элементарно проверяется. Да спичкой сейчас вам показываю. Хожу со спичкой, свет вожу я. А камера снимает только точку светящуюся. Свет никуда не бежит. Нет, свет, который доходит. Не бежит. Это я уже... Нет, это вам кажется. Это вы уже занимаетесь софистикой. Это опыт, свет который никуда в Ютубе. Не бежит. 2 года уже каждый знает, что свет Может никуда быть, не бежит. Каждый знает, но... Свет вот радиосигнал, например, распространяется от Земли. То, о чем вы говорите. Вспышка света распространяется от Земли до Луны. Не путайте. Лазерная локация. Лазер – это прибор, не путайте. Вы все на свете пытаетесь перепутать. Нет. Так вот, я, наверное, участник того заговора, потому что я с этого зарплаты получаю. Честно говоря, я, может, сам того не знаю. Вот другой разговор. Вы пока в это не верите. Так сказать, пехотинец этого заговора. Вот вы только что хорошо сказали, вас устраивает и табличка, и умножение, суммирование. Да вроде как работаем чего-то даже. Даже, может, бухгалтерским учетом заниматься, деньги наживать с помощью. Поэтому я и говорю, если вы не будете проверять самостоятельно, с претензией к себе, а я всем говорю, вы сначала проверьте, что вы даете преподавать детям, студентам. И когда человек начинает к себе серьезно относиться, он начинает думать. Понятно. Вот у нас время, к сожалению, подошло к концу. Да. Вот спасибо вам большое за то, что к нам пришли и поговорили. Публике нашей спасибо, как всегда, за внимание. И вообще вот после сегодняшнего разговора у меня такой вот заряд хорошего настроения, такая свежесть необыкновенно на меня повеяла, вот такая вот первозданная, чистота, незамусоренность, вот, так сказать, излишним незашоренность, да, вот это вот, кстати говоря, первый этап вот всяких вот великих открытий, да, потому что вот как бы отрицается все прошлое, что было, и вот на ровном месте строится что-то новое, может быть, что-то может получиться, да, вот имейте в виду. Мне сегодня очень понравился разговор. Удачи вам, всех благ.